3 яйца и 100 грамм сахара, немножко соли. На поверхности остается рисунок какое-то время. Значит, яйца с сахаром взбиты достаточно. У меня будет классический бисквит. Разрыхлитель добавлять не буду. Мука 100 грамм. Ванилин. Если сухой муки уже не видно, значит тесто достаточно мешать. Можно выпекать. Я буду выпекать на противне размером 28 на 30. Также это количество теста можно выпекать в круглой форме диаметром 22-24 сантиметра. Духовка разогрета до 180 градусов. Отправляю выпекать минут на 10-15. Выпекается очень быстро на противне. В зависимости от вашей духовки и формы, в которой выпекаете. Бисквит готов. Выпекался он у меня ровно 15 минут. И даю ему полностью остыть. Для крема 300 грамм сливок, 33% жирности, очень охлажденные. Добавляю ванилин. В процессе взбивания добавлю сахарную пудру 100 грамм. Можно сахар. Начинаю взбивать на самых маленьких оборотах миксера, постепенно увеличивая обороты по мере загустения сливок. Сливки взбиты с сахарной пудрой. Творожный сыр 400 грамм. Я использую вот такой творожный сыр. Очень он мне нравится для крема. Он не сильно соленый, почти совсем не соленый, не сладкий. Очень вкусный творожный сыр. И в 2 раза дешевле, чем маскарпоне. Смотрите, какой шикарный густой крем получился. Если хотите, чтобы крем был не такой густой, можно или добавить больше сливок, или меньше сыра. Бисквит остыл. Я накрыла его сверху еще одним листом. Переворачиваю. Начинаю сборку тортика. Вот такая у меня новогодняя тема. На такой красивой новогодней тарелочке буду собирать торт. Всех с наступающим! Наступает самое волшебное время в году. Весь крем разделила на 4 части. У меня 4 коржа. Такой вот шикарный крем получился у меня. Густой и очень-очень вкусный.
Вот такой новогодний тортик у меня получился. Обсыпала кокосовой стружкой. Еще украшу вот такими снежинками. Я попробовала торт. Это просто нежность. Очень вкусный. Воздушный бисквит и крем. Очень вкусно. Даже в разрезе видно, какой он пушистый, воздушный бисквит. Какой нежный. При нарезании видно, какой тортик нежный. Готовьте вместе со мной тортики. Наслаждайтесь процессом приготовления и, конечно же, вкусом тортика.